Я решил сократить путь домой через городское кладбище глубокой ночью. Идя по заброшенным и жутким тропинкам в мире мертвых, я услышал отдаленный голос и понял, что я здесь не один. На одном из перекрестков я заметил вдалеке человека с фонариком, который что-то делал на могиле и, как мне показалось, насыпал землю в кульки. Я решил проследить за ним и был шокирован тем, что случилось дальше. Досмотрите этот выпуск до конца, подписывайтесь на канал и приятного вам просмотра. Ну нахер. Короче, ребята, я решил сократить путь через Кладбон. Вот видеть вокруг могилы. Буду сейчас проходить его. Метров 300 надо пройти и потом уже на дорогу. Просто не хочу обходить, потому что по болоту. Надеюсь, что все сегодня будет хорошо. Но я читал в инстаграме, мне высветилась какая-то новость, что сегодня якобы какой-то там языческий праздник. Я очень надеюсь, что я тут никого не встречу, уже как практика показывает. Обычно мне очень сильно везет на это. 1930 года. Ну, собственно говоря, там, да, там город, я туда пришел. Ты, блин. Буду сейчас идти. Выйду на тропинку. Пойду дальше. Ребята, если вы что-то странное увидите, обязательно пишите в комментариях. Смотрите, как тут пройти, мне как раз в ту сторону идти. Сука! Не знаю, видели вы в таком ракурсе Кладбон, ребят? Я думаю, что нет. Запахи такие странные. — 1909 год, представляете? 63-й. Честно сказать, сейчас спокойно. Хочу вам показать немножко по пути, как раз что тут есть. Плюс одно будет новый выпуск для вас. Как раз интересно, да? Так иду домой с работы и могу для вас что-то интересное отснять. Звезда этих захоронений, видать, характерны для красноармейцев. Новые захоронения есть тут, есть относительно новые. Фу ты, блин, куст шевелится, показалось, что мышь пробежала. Так, мой прожектор пока держится на холоде.
Ребята, только что был собачий вой. Но я привык уже к тому, что собаки тут воют на Кладбоне. Но все равно это крайне неприятно. Они просто тут могут быть дикими. Видите, блики светятся. И не сильно хотелось бы, чтобы на меня тут напали. Ладно, пойдем, наверное, освещенной стороной. Ребята, шел. Смотрите, какая интересная могила. Охренеть. Молодой девушки. Запах дыма. Что-то тут горит. Сейчас, видите, там централка светится. Сейчас я через нее пройду. Как раз там самое жуткое место, блин. Смотрите, какие могилы интересные. Пока все нормально, пока все тихо. Надеюсь, сегодня не будет негативных приключений. Ребята, вот вышел на централку, фонари. Дальше у меня будет путь лежать вот туда. Вот такой интересный склеп решил вам подснять, чтобы вы видели. Это старинный склеп, которому очень много лет. Но правда он используется, видать, как инвентарная для инструментов. Ведь выглядит-то как, да? Круто. Мне вот туда идти, ребят, вперед. Налево не надо, на ту сторону. Надеюсь, все будет хорошо. Так, ребята, пока без происшествий. Я больше половины пути прошел. Блядь, видите эти блики впереди? Оно немножко так напрягает меня. Даже не немножко. Это твой собак был. Стремно было. Внимательно смотрите на кадр, вдруг вам удастся что-то интересное увидеть. Потому что все-таки это кладбище. Надеюсь, что все будет хорошо. Полпути прошел, бегу дальше, ребята. При выключенном свете вообще так стрёмно все выглядит. Стоп. Я слышал какие-то голоса. Блядь. Были какие-то голоса. Не знаю, ли мне показалось, или реально кто-то говорил, как будто бормотал. Хотя могу себя накрутить. Но надеюсь, что все хорошо. Сейчас я затаюсь и посмотрю, что там будет дальше происходить. Короче, ребята, я присел на скамейку. Не знаю, видно сзади меня могилы, не видно, вон там. Собаки лают. Голоса слышал. Подожду немножко. Надеюсь, все будет хорошо. И сейчас вроде как должна быть воздушная тревога, я так смотрю. Подходит к нам. Блин, это будет очень весело, если еще начнется воздушная тревога. Я постоянно жалею, что я прихожу в такие места. Такие места. Опять вороны, слышите? Когда кричат вороны, означает, что там кто-то их тревожит. А раз кто-то тревожит, значит там кто-то есть. Все-таки отключим фонарь. Я не знаю, как вам.
птица явно нервничает. И я начинаю нервничать. Так, ребята, давайте, наверное, все-таки я, наверное, пойду уже отсюда. Так, ребята, слава богу, вроде все без приключений. Но там мне вперед еще чуть пройти, я уже буду выходить. Все хорошо видно. Опа. Это кто у нас такой? Это какой-то человек. Он с фонарем. Посмотрим, как он отреагирует. Это бабка какая-то или дед? Вы кто такие? Ну нахер. Зовет меня. Лежит. Светит, светит. Вот, ребята, я убежал. Идет этот мужик. Ну то не мужик, то какой-то пацан, не знаю. Или дядька какой-то. Смотрите, он идет вперед. Что-то будет делать, наверное, не знаю. Что-то колупается. Только не свети. О, смотрите. Кулька что-то берет. Берет что-то из кулька. Блять. Бутылки какие-то закапывает. Может, это какой-то уборщик. Как вы думаете? Я не знаю. Сука. Опять та же. Так, ребята, не до съемок, ну вы нахер. Короче, ребята, меня уже второй раз палит этот чувак. Ну, он просто один раз за мной побежал, больше ничего не было такого. Возможно, это какой-то, может быть, сторож, может быть, уборщик, но он с фонариком был. И я заметил, что он там сидит дальше. Я не знаю, стоит ли к нему подходить, может быть, к нему подойти, спросить, кто он такой, что он тут делает. Но опять же, я тоже тут, что я тут делаю. Сейчас пойду к нему посмотрю, что там. Буду ходить. Так, ребята. Я фонариком вооружился. Нахер. Яркий сильно, потому что будет высаживать батарея. Где-то он тут должен был, я видел, где-то он тут колупался, отключил фонарь. Мне кажется, стрёмно, но не так стрёмно, как было изначально. Короче, ребята, да, где-то он тут был. Посмотрю, посвечу на него. И думаю, что мне ничего не сделает. Ну, может быть, задам вопрос. Мне так стрёмно кладбище, как раньше было. Но все равно как-то не по себе, особенно когда эти блики и вороны орут.
Блядь. Вы живы? Сухарики какие-то. Молодой человек. С вами все нормально. На улице мороз, лучше не оставаться тут ночью на кладбище. Вообще никак не реагирует. Какие-то снимки у него, кульки, сухарики. Молодой человек, вам не нужна помощь или нужна? Я не знаю, что тут сказать. Я с таким сталкиваюсь впервые. Я думаю, не стоит испытывать судьбу. Наверное, надо все-таки уходить отсюда. Шевелится. Так, ребята, все. Я думаю, на сегодня хватит. Очень странная херня. В день идет. Куда мне идти, блядь? Сюда. Вы сами все видели. Никого нет. Возможно, у человека какая-то жизненная проблема. Я не знаю, что с ним случилось. Пишите в комментариях, что это может быть. А я ухожу дальше. Потому что, во-первых, холодно, во-вторых, это очень странно. Я впервые такое вижу. Так, ребята, видите, вот уже конец кладбища. Я наконец-то вышел оттуда. Я не знаю, что это за чувак был. Дед или какой-то, не знаю, может быть, среднего возраста человек. Видите, вот уже все. С другой стороны вышел. Напишите в комментариях, сталкивались ли вы когда-нибудь с людьми ночью на кладбище, как вы на них реагировали, как они на вас реагировали. Потому что это очень странно. Я не знаю, почему он мне не отвечал. Может быть, он меня испугался, что ли. Так что, ребята, надеюсь, вам этот выпуск понравился. По крайней мере, у меня на одну загадку осталось больше. Что это может быть за человек, чего он мне не отвечал, и что он вообще делал ночью с кульками на кладбище. А мой, слава богу, выпуск заканчивается позитивно, хэппи-эндом. Вот город, и там мое спасение.